Дорогие друзья, виновником сегодняшнего видео будет вот этот вот малыш. Советский еще с тех времен штангенциркуль. А почему именно он, сейчас расскажу. Столкнулся я с тем, что в обычном штангенциркуле уже тяжело различать по рисочкам показания. Да и освещения не всегда достаточно, чтобы увидеть показания. Если целые, допустим, еще можно увидеть, то уже десятые по остальным рискам уже практически невозможно. Уже нужно либо одевать очки, либо хорошее освещение, чтобы было, чтобы не было отбликов. В общем, настал для меня момент, когда я пришел к тому, что хочется уже пользоваться благами технологического прогресса, а прогресс не стоит на месте, и уже давным-давно человечество пользуется цифровыми штангенциркулями. Прийти я пришел к этому, а вот какой и за какие деньги выбрать, чтобы и не одноразовый дешман, и чтобы не за все деньги мира. Долго рыл интернет в поисках золотой середины и лично для себя нашел несколько вариантов ценового сегмента. Могу сказать так, что от 5 до 15 долларов это дешевый сегмент и с соответствующим качеством. От 20 до 60 долларов это средний сегмент и довольно достойный сегмент. И от 100 долларов и выше это уже дорогие, известные во всем мире бренды. Так вот, в этом обзоре я хочу показать и рассказать о данном штангенциркуле. Вот такой вот штангенциркуль. Это средний сегмент, но с довольно хорошими характеристиками, который мне понравился как по качеству, характеристикам, ну и соответственно по дизайну. Вот такая упаковочка у него картонная. Данный штангенциркуль называется iJing EZ Cal IP54. Ну, если неправильно прочитал, поправите меня. Торговая марка это американская. Делается, да, ну, делается в Китае. Здесь написано, как обычно, Made in China. Вот. Здесь вкратце его вот такие вот характеристики указаны. Есть QR-код. Он измеряет в трех системах: метрической, дюймовой десятичной и дюймовой дробной. Ну, об этом сейчас все подробно я расскажу. Ну, давайте раскроем и будем смотреть, что здесь есть. Пластиковый кейс, однотонный, графитового цвета, довольно-таки плотный. В кейсе у нас есть характеристики с номером изделия. У этого изделия есть номер. Вот такой сертификат на английском языке. Небольшая краткая инструкция. Также инструкция, как производить замену батарейки. Ну, соответственно, и сам штангенциркуль. Так, давайте немножко о боксе я расскажу. То есть мягкая основа, более вспененная окантовка, в которой находится сам штангенциркуль. Вот. Есть запасная батарейка формата CR2032. Это литиевая батарейка 3-вольтовая. То есть запасная идет в комплекте. И основная уже установлена в самом штангенциркуле. Предохранительный пластик, чтобы
контакты батарейки подключились, а сейчас мы вытащим его. Да, ну и вот получается штангенс запустился. Так, немножко вкратце расскажу сначала о самом штангенциркуле. Бренд, как я сказал, и самого этого штангенциркуля является Америка, штат Калифорния. Американская компания предлагает электронный штангенциркуль с увеличенным экраном, степенью защиты от пыли, брызг, воды, IP54 и различными диапазонами измерения от 0 до 100, от 0 до 150, от 0 до 200 и от 0 до 300. То есть есть несколько разновидностей данного штангенциркуля. Данный размер у нас получается от 0 до 150 миллиметров. Вот. Его артикул 100-333-8B. B означает black. Они есть в двух цветовых исполнениях. То есть вот эта пластиковая каретка, она есть в черном цвете black и есть серебристая. То есть она в двух цветовых исполнениях есть. Данная модель штангенциркуля предназначена для измерения внешних, внутренних диаметров и глубины. Благодаря увеличенному цифровому дисплею результаты измерения легко читаются даже в условиях слабого освещения. Все рабочие детали изготовлены и закалены из нержавеющей стали. Корпус вокруг дисплея изготовлен из поликарбоната. То есть вот эта пластиковая каретка изготовлена из поликарбоната. Каждый штангенциркуль имеет индивидуальный серийный номер и заводскую калибровку. То есть здесь вот, если видно, вот он есть серийный номер. Лазерная гравировка с серийным номером. Вкратце о характеристиках данного штангенциркуля. Точность 1/100. Погрешность 25 тысячных. Стандарт защиты корпуса от пыли, брызг и воды IP54. Здесь на самом штангенциркуле вот написано IP54. Кнопка включения-выключения питания. Вот она присутствует здесь в самом начале. То есть можно выключить, соответственно включить. Автоматическое выключение после 5 минут бездействия. Если не пользоваться, он сам отключится через 5 минут. Кнопка переключения режимов отображения результатов измерения. То есть, как я и говорил, метрический миллиметры. Средняя кнопка. Дюймовый десятичный. И дюймовый дробный. То есть, вот такой вот. В нашей, скажем так, вот в стране это никто, наверное, этим не пользуется, но оно в данном штангенциркуле это присутствует. Также кнопка обнуления отображения результата измерения. То есть можно обнулить в любом положении. Выбранный режим. Так, кнопка обнуления результата измерения. Да и выбранный режим. Также точка обнуления сохраняется и после выключения включения. Давайте проверим. Выключим и включим. Соответственно, как и в инструкции написано, сохраняется режим измерения. Еще раз выключаем. То есть, если то, что осталось у нас показания, какие вот мы сохранили здесь, после обнуления, при включении они у нас остаются. Размеры дисплея 52 на 15 миллиметров. Тип измерений внешний, внутренний и глубиномер. То есть, соответственно, внешний, внутренний и глубиномер. Как пользоваться, я думаю, не надо рассказывать. Каждый человек, я думаю, сталкивался с таким и знает, как пользоваться штангенциркулем. На обратной стороне каретки размещена таблица соответствует дюймовых и дробных чисел десятичными дробями. Попробую ближе показать. Здесь таблица. Мелкими цифрами все написано на черном фоне белым цветом. Что касается комплектации штангенциркуля, идет сам штангенциркуль, инструкция
как я уже вам показывал, на английском языке. Вкратце инструкция есть. Так, 2 элемента питания. Один установленный, один запасной. Пластиковый футляр. И, соответственно, идет сертификат о калибровке данного устройства. Так, ну что ж, теперь давайте попробуем сделаем какие-то тестовые замеры. У меня, к сожалению, полного набора нет, каких-то эталонных пластин. Но у меня есть вот такая вот пластина из набора толщиной 1 мм. Если видно, да, вот он, единичка написана, вот она. Давайте сделаем обнуление. Так, для начала скажу. Ну, вроде все нули. Давайте сделаем замер. Единичка. Кубками единичка. Дальней части единичка. То есть, в принципе, все это показывает единичка. Из своих собственных наблюдений могу сказать, что из минусов, ну это как мне кажется, это только вот направляющее колесико находится на пластиковом держателе. Вот. Это единственная часть, которая дребезжит. Вот. Все остальное держится очень плотно, ничего не люфтит, не болтается, кроме вот этой части. Сами винты, которые держит каретка, вот, покрыты лаком. То есть не просто закручены, а винты еще, помимо того, что они закручены, покрыты лаком. Толщина 3,5 мм штангенциркуль. Глубиномер фиксирован вот таким винтом. Качество исполнения самого металла очень хорошее на высоте. Мне очень понравилось. Я много разных штангелов видел. Что касаемо щели, поверьте мне на слово, я делал засвет на лампу. Здесь нету ни малейшего просвета в этой части губок. Не бумага самоклеющаяся здесь наклеена, а именно пластиковая вставка. Вот здесь, если видно, вот пластиковая вставка, которая углублена и зафиксирована. Именно пластик. Относительно не толстая каретка, потому что бывает такое, что вот такая толстенная и неудобно им даже пользоваться. Звук присутствует. Легкое шуршание присутствует. Разработается, я думаю, будет мягче уже ходить. Фиксатор, к сожалению, выкручивается полностью. То есть его можно выкрутить. Вот. В более дорогих сегментах, в брендовых, которые стоят дорого, фиксаторы полностью не выкручиваются для того, чтобы не потеряться. Но, в принципе, если сильно долго не крутить его, а подзажать. Кстати, для того, чтобы зафиксировать, буквально тут четверть оборота, и она уже фиксирует, она уже не двигается. То есть буквально чуть-чуть. И каретка уже перемещается. То есть, в принципе, по эргономическим показателям очень удобный. Удобно держать,
удобно пользоваться. Эстетический вид, ну, скажем так, мне кажется, эстетика присутствует, но эстетика это на самом последнем месте. Вот. Главное, характеристики, точность измерения, постоянство точности измерения, качество изготовления, надежность. Ну, а эстетика, конечно, уже в самом последний момент. Но она, тем не менее, присутствует в данном штангенциркуле. То есть, либо отключили, либо через 5 минут он сам выключился. Положили в бокс аккуратный, пластиковый. То есть, вот такой вот обзор. То, что я хотел рассказать о штангенциркуле, потому что уделил я этому довольно-таки много времени в поисках штангенциркуля. В двух словах хочу еще сказать. Из среднего сегмента я рассматривал варианты китайские бренды Шахе, вот, Лаоа. В принципе, это почти одно и то же, только разные бренды. И, в принципе, Метатоя это не оригинал, а хорошая подделка. Тоже я рассматривал. Китайская, на Алиэкспрессе она есть. Да, это, естественно, подделка, но неплохая подделка. И я ее тоже рассматривал. Но в итоге я выбрал все равно вот именно вот эту модель. Вот. Ребята, у которых я покупал, на Алиэкспрессе это не продается. Ребята привозят их из Штатов и здесь продают у нас. Вот. Цена данного штангенциркуля у нас это варьируется где-то примерно по около $40. Может быть выше, в зависимости кто где как продает. Ну, примерно это где-то $40. Вот. Но это того стоит. На этом все. Если какие-то вопросы, пишите в комментариях. Вот. Все остальное, в принципе, я вам по данной модели рассказал. Всем благ, мирного неба и удачи.